Друзья, всем привет! Короче, зашумел у меня подшипник на девятке, задний левый получается. Нужно его поменять. Менять как бы тут несложно. Сложность в том состоит, что вот этот вот подшипник, вот он, новый я уже купил, он снаружи одна обойма, а в середине две. И в принципе выбить молотком его можно, но забить назад новый подшипник молотком нельзя, так как при ударе одна из обоим, ну в основном нижняя получается, та что находится, она слетает вот это вот уплотнительное кольцо. Ну и короче начинаются проблемы. Можно конечно же поехать на СТО, там ребята поменяют, все нормально. Но я не ищу легких путей, как вы все знаете, вот. И хочу сделать пресс. Пресс для того, чтобы поменять вот этот вот подшипник ступицы вот там вот. Послушайте, как свистит. В общем, сейчас снимаю ступицу и идем по-быстренькому сделаем пресс и перепрессуем подшипники. Я думаю, будет интересно. Поехали! Спонсором и партнером нашего канала является интернет-магазин «Все мотоблоки». Сейчас множество хороших современных мотоблоков Kentaur, Forte, Motor Sich, дизельные и бензиновые. Их применяют под разные цели и задачи. А разобраться и подобрать хороший вариант вам помогут специалисты интернет-магазина «Все мотоблоки». На сайте «Все мотоблоки» большой выбор тракторов, мотоблоков и навесного оборудования к ним. После заказа вам могут доставить товар по Украине прямо к дому, независимо где вы живете. И кстати, на многие товары действует бесплатная доставка. А также любой выбранный товар вы можете купить в рассрочку без переплат или кредит. Условия уточняйте по телефону, указанному на сайте. Если не можете определиться с товаром, звоните и вам помогут подобрать. Ссылка на интернет-магазин «Все мотоблоки» находится в описании под видео.
Итак, что еще хотелось сказать по поводу сверления таких вот отверстий, как у меня на 30 миллиметров, друзья. Значит, я уже свой процесс как бы завершил сверление, насверлил 40 отверстий, по 10 отверстий в каждом уголку, в каждой стойке. Значит, уголки, как вы видите, разные. Вот эти 3 штуки, это были у меня еще советских времен. Вот, а этот я покупал, это покупной. Размеры все как бы одинаковые, немножко только толщина стенки здесь меньше. Но что хотелось сказать, что качество металла абсолютно разное. Вот эти вот советские уголки сверлились с таким вот напрягом, с таким немножко скрипом. Вот. А вот этот вот покупной, как говорят у нас в Украине, як в гарбуз. Значит, сверлил каждую планку по 3 захода, так как пиноль не дает возможности пройти на всю глубину. Первый этап это где-то вот в этом диапазоне. Потом я поднимал стол. Вот, ну и сверлил уже дальше до 30 диаметра. Потом разворачивал уголок на 180 градусов, так как толщина уголка больше, чем сама ступень на сверле. Вот, и досверливал с другой стороны все отверстия. То есть в 3 этапа получилось просто идеально. Ребят, я очень доволен вот этим вот ступенчатым сверлом. Значит, смотрите, за 40 отверстий я его ни разу не подтачивал. То есть вот эта вот сторона. Вот, это режущая часть. Смотрите, в каком состоянии. Давайте с другой стороны покажу. Вот так вот. Значит, друзья, такие сверла бывают разные. Я брал себе под 3-кулачковый патрон. То есть сам хвостовичок сверла уже заточен с завода. Такие сделаны 3 проточки, чтобы сверло не проворачивалось. Ну и сверлил, друзья, отверстие вот так вот на стол, ложил втулку такую. Значит, с другой стороны, чтобы не держать, установил домкрат и такой вот ноу-хау, так скажем, лайфхак или как хотите, так и называйте. Можно любую высоту там подобрать, то есть эта планка, этот уголок лежит параллельно. Все легко сверлилось. Ну еще скажу, что вот эти вот отверстия в уголках должны быть абсолютно симметричны во всех 4 стойках, так как если где-то что-то, ну сами понимаете, будет в сторону какое-то отверстие, то потом поперечина, которая будет позже ходить, мы не сможем вставить палец и зафиксировать. В общем, работаем дальше.
Друзья, во время сборки данного пресса ко мне обратился мой подписчик, зовут его Юрий. Обратился с помощью, у него украли канал на ютубе, канал назывался «Мы самовары». Канал еще действует, но доступа уже к нему у него нету. Он создал новый канал и просит, чтобы я афишировал немножко, как бы, возможно, есть старые еще его подписчики, которые есть у меня, кто смотрит видео. Ссылочка на новый канал Юрия будет внизу под видео, так что, друзья, кому будет интересно, переходите по ссылке и подписывайтесь. А мы работаем дальше. Пришла очередь делать вот этот вот ползунок, на котором будет стоять домкрат и который будет на пружинах вместе с домкратом ходить вверх-вниз. Значит, что хочу показать, как отцентрировать. Значит, вот у нас верхний упор, куда будет упираться шток домкрата. Вот. И нужно сделать так, чтобы домкрат был четко вертикально, чтобы он стрелял с ползунка прямо вот этот вот упор. Рулеткой искать центр не очень удобно, так как сама подошва домкрата немножко смещена в сторону. Вот. Значит, друзья, покажу, как я это делаю. Выставили болты, чтобы был уровень, горизонт. Ну и теперь прикладаем уровень самому упору. Вот так вот. Здесь видим зазор между штоком. С другой стороны то же самое. Так, вот. Здесь тоже зазор. И аналогично в другой плоскости. То есть с этой стороны и с этой. Все, домкрат у нас стоит четко под верхним упором. Теперь размечаем сам бегунок в стороны.
Ну, в общем, друзья, вот такой вот пресс на 20 тонн получился у меня. Работает, как на меня, отлично. Все легко прессуется. Вот буду теперь не только ступицы, сайлентблоки, но и вот такие вот подшипники насаживать на валы, ну и так дальше. Для самоделок, для мастерской, в гараж, ну это просто незаменимая вещь. Ну и давайте вкратце. Ножки регулируемые. В стойках сделал 10 отверстий на 30. Можно под любые задачи менять расстояние между самим домкратом и поперечиной. Стойки, уголки, поперечины, швеллера, упор верхний с рессоры. 2 куска вырезал. Сам домкрат китайский, недорогой, 700 гривен на 20 тонн. Ну, работает вроде нормально, давит отлично. Домкрат стоит на подошве, толщина 15 мм. 4 пружины брал в строительном магазине. Сверху есть возможность регулировать самонатяжение пружин. Можно теми винтами регулировать вот эту вот горизонталь. И вот так вот, и в любых плоскостях, чтобы вот эта вот планка, на которой домкрат стоит, чтобы она была идеально параллельно самой поперечиной. Сам винт домкрата здесь прячется, чтобы никуда не выскочил. Вот. Потом низ идет толстостенная труба. Ну и в эту трубу вставляется вот такой вот, как его назвать, толкатель или как, не знаю. Короче, кругляк такой вот. Он сделан с мягкого материала, чтобы не треснул, не дай бог. Вот так вот туда вставляется. И винтом сбоку все поджимается. То есть этот узел можно менять. Ну вот как бы и все, друзья. По размерам, кому интересно, могу сделать отдельное видео, так как и так уже, наверное, ролик занял не 1 десяток минут. Ну на этом все. Кому было интересно, ставьте свои пальцы. Пишите ваши комментарии. Ну, а я пойду устанавливать ступицу. Друзья, работаем с удовольствием. Всем пока-пока. Увидимся.